Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Они ищут повсюду, но нигде не могут найти Мирана. Исмет связывает Мирану руки и рот и отводит его в хижину. Тем временем Миран вспоминает совет, который дали ему родители. Дилан никуда не вписывается, потому что я не понимаю, куда пропал мой дорогой ребенок. Пока они находятся в кабинете, звонит телефон Барана, и звонит мужчина рядом с Исметом и говорит, что ваш сын у нас. Когда Баран кричит: «Если вы повредите волосы моего сына, я не оставлю никого из вас в живых, кто вы?» «Вы меня слышали?» Мужчина вешает трубку, говоря: «Я слышал вас, теперь послушайте, если вы привлечете к этому полицию, это будет плохо, подождите моего ответа». Акиф находит по записям камер людей, которые разговаривали с Мираном, и приводит их к Барану. Когда Баран говорит, что этот человек, никто, найдите его, Акиф говорит, что нам нужно сообщить в полицию. Когда Баран говорит никому пока не сообщать, Акиф соглашается и просит его выйти из комнаты, позвонить своему другу и узнать, кто этот мужчина. Баран говорит Дилану: «Не волнуйся, я найду нашего сына». Пока Берфин плачет и расстроена в саду особняка, задаваясь вопросом, куда делся этот ребенок, к ней приходит Акиф и сообщает, что ее похитили. Берфин спрашивает, кто его похитил и почему, он всего лишь маленький ребенок. Дилан и Баран приходят в комнату Мирана, смотрят на его вещи и жалеют сына. Потом они вспоминают то время, когда Баран назвал его отцом, и думают о том, как они были счастливы. Пока Дилан обнимает подушку и вдыхает ее аромат, Баран смотрит на их фотографию вместе и грустит. Затем он становится на колени рядом с Диланом и говорит: «Я найду нашего сына и приведу его к тебе». Дилан говорит: «Я знаю, что ты его найдешь, мы его найдем, я не могу думать иначе, я уже тебе очень доверяю, ты найдешь нашего сына любой ценой, ты никогда не отпускаешь его руку, ты не отпускаешь ему идти снова». Баран говорит: «Да ладно», Дилан заменяет подушку и встает. Все, что принадлежит Мирану в комнате, причиняет им боль, и Дилану внезапно становится плохо, и он теряет сознание. Баран обнимает его, прежде чем он упадет, и ведет в свои комнаты. Леди Азади оплакивает Мирана и плачет о том, что за нечестность, что за предательство, чтобы ему сломали руки. Господину Кудрету тоже очень грустно, но он говорит госпоже Азади, что нам нужно выжить, чтобы поддержать Барана и Дилана, поэтому мы будем сильными и дадим им силы. Когда госпожа Айхан узнает о случившемся, звонит Гану Кудрету и спрашивает: «Можем ли мы что-нибудь сделать?» Господин Кудрет говорит: «Мы мобилизовали всех наших людей, пожалуйста, помолитесь». В комнате Барана и Дилана, когда Дилан говорит ему: «Мне так больно», Баран говорит: «Я знаю, мы найдем нашего прекрасного сына, не бойся». Когда Дилан говорит: «Я не могу снова вынести боль разлуки, один раз я проиграл, я умирал 1000 раз, я не смогу вынести этого снова», Баран стучит в дверь, утешая его обещанием, что он найти его сына. Госпожа Азади заинтересовалась Диланом, пришла к ним и сказала, что материнство – это самое главное, я не могу перестать думать о том, где она и что делает. Когда госпожа Азади говорит, что самая большая боль и счастье – это ребенок, Дилан говорит, что ребенок есть ребенок, неважно, хороший он или плохой, и они обнимают Гэжу Азади. Когда Акиф рассказывает о своих исследованиях, Баран советует ему исследовать все, даже продуктовый магазин, где он покупает хлеб. Баран внезапно вспоминает инцидент с уродливым мужчиной, о котором говорил Миран, и говорит, что Миран видел его и пытался похитить из компании. Акиф просит также поискать записи с камер компании. Баран злится на себя и говорит: «Ох, мне бы вообще хотелось тебя послушать». Идя за Акифом, он видит Дилана снаружи и говорит: «Тебе нужно отдохнуть». На вопрос Дилана, что случилось, есть ли новости, Баран говорит: «Мы выяснили личность одного из похитителей Мирана, они пришли в компанию, Акиф пойдет и проверит». Дилан плачет: «Боже мой, я не понимаю, почему мы, Баран, не сделали ничего, что могло бы навредить кому-либо». Когда Тарик Акиф сообщает Гэже Хаджер, что он пошел посмотреть записи с камер компании, госпожа Хаджер говорит: «Я зашла так далеко, мы не можем сейчас все испортить, если Баран увидит лицо Исмета, он его узнает. Немедленно нас сожгут, позвоните Нуману и попросите его удалить все записи с камеры».
Тарик звонит и просит Нумана удалить все записи с камер компании. Госпожа Хаджер увидела лицо Исметы в Чинаре. Когда она спрашивает, что произойдет, Тарик отвечает, что Чинару точно не причинят вреда. Госпожа Хаджер говорит, что мы получим то, что хотим, пока Миран не поговорит с ними. Мужчины звонят и говорят, что хотят $5 миллионов. Когда Берон говорит, что хочет услышать голос моего сына, они отдают его Мирану. Когда Дилан спрашивает: «Сынок, как дела?», Миран говорит: «Не бойся, мама, со мной все в порядке», а когда Баран говорит: «Не бойся, сынок, я спасу тебя», Миран говорит, что уродливый человек здесь. Когда мужчина вешает трубку, он бросается на землю со словами: «Это мой сын». Пока Баран пытается сбалансировать деньги, госпожа Азади и Дилан, узнав, что они не могут получить их немедленно из банка, вынимают все ценное и отдают. Берон не принимает ничего из этого и говорит: «Не волнуйтесь, мы не будем ждать банков, сохраните ваши драгоценности и заберем эти деньги как можно скорее». Акиф говорит, что мне не удалось найти записи камер компании, камеры были сломаны, но услуга пришла не сразу, чтобы не случилось, произошло именно в это время. Госпожа Хаджер говорит, что наши планы работают хорошо, очень скоро все будет нашим. Джейда говорит: «Давай, сынок, подойди и позволь мальчику посмотреть этот особняк». Когда Тарик спрашивает, что думает Джейда, а Джейда спрашивает, намерены ли они по-прежнему отослать нас из этого особняка, госпожа Хаджер отвечает, что независимо от того, что они решат, я приняла решение сейчас. Когда Берфин спрашивает Акифа, есть ли какие-нибудь новости о Миране, Акиф Баран говорит, что он собрал необходимые деньги, слава богу, завтра мы встретимся с нашим Мираном. Берфин: «Большое спасибо, ты сообщил мне очень хорошие новости», желает спокойной ночи и уходит. Когда Дилан говорит, что он очень напуган, и задается вопросом, боится ли Миран, Берон говорит: «Дилан, наш сын бесстрашен и смел, как и его мать. С нашим сыном ничего не случится». Там, где Миран заперт, он говорит: «Мои мать и отец придут, они защитят меня и всегда будут со мной». В то время как Берон говорит, что он всегда будет с тобой, Дилан говорит: «Мы всегда защитим тебя, мы всегда с тобой, ты не один». Они даже не думают спать всю ночь, отчаянно ждут новостей или телефонного звонка. Дилан паникует и встает, говоря, что после всех этих лет тоски я не могу снова потерять сына. В этот момент звонит телефон Барана: «Акиф, нам пришло извещение, что друзья Туфана из тюрьмы держат ребенка дома, мы совершим рейд туда». Дилан настаивает, что приедет немедленно. Все хлынут в зал, а Берон кричит, что этого точно не произойдет. Я говорю: «Нет, Баран меня не слушает», я говорю: «Скажи что-нибудь», но Берфин говорит, что я тоже приду. Берон говорит, что пока они были одним, их стало двое. Госпожа Азади говорит: «Позволь им прийти, сынок», они подождут в машине, а Берфин присмотрит за ним. Когда Берон просит Дилана дать обещание, Берфин говорит: «Обещай», а когда Дилан говорит нерешительно, Берон говорит: «Смотри». В любом случае он говорит, что нам нужно немедленно уйти, и они вместе приходят на место происшествия. Когда Акиф спрашивает Берфина: «Что ты здесь делаешь, это слишком опасно», говорит Баран: «Не объяснишь, Акиф, это корабейские женщины, все равно хорошо, что Дилан с ним». Пока Баран и Акиф совершают набег внутрь, Берфин и Дилан в панике ждут их возвращения. Когда Дилан теряет терпение, Берфин пытается его успокоить. Берон выходит оттуда с ребенком на плече, думая, что Дилан – это Миран, но разочаровывается, когда видит, что это не так. Когда Баран приходит к Дилану, который очень расстроен, и говорит, что найдет нашего сына, Дилан говорит, что наш сын сейчас очень напуган, Баран говорит, что он не боится, он очень храбрый мальчик, он корабей. Затем они задались целью вернуть найденного ребенка его семье. Сейчас утро, Берон спрашивает: «Дилан спал?» Он голоден, хочет пить, боится. «Сын мой, он тоже скучает по нам». Баран говорит, что мы найдем сына, но я боюсь за тебя, ты вчера упал в обморок, ты совсем не отдохнул, мой сын рассердится на меня, когда вернется, потому что ты плохо позаботился о моей матери. Когда Дилан говорит: «Позволь моему сыну прийти, я посажу его сюда», Берон говорит: «Не волнуйся, мы обнимем нашего сына». Акиф звонит и говорит, что принес деньги. Когда он собирается пойти к ней, он получает сообщение.
Они спорят, когда Бэрон говорит, что пойдет один, затем, когда Бэрон понимает, что этого не произойдет, он запирает дверь перед Диланом. Дилан бьется в дверь, кричит: «Откройте дверь, я тоже пойду к сыну», и плачет. Бэрон извиняется и спускается вниз. Когда Бэрон спускается вниз и сообщает, что адрес получен, господин Кудрет говорит, что пора идти, как раз вовремя. Баран говорит: «Нет, я пойду один», берет деньги и уходит. Господин Кудрет и Акиф думают, что этого не может быть, давайте проследим за ним тайно. Госпожа Хаджер приходит к Тарику и говорит, что план провалился, Дилан и Баран должны были пойти вместе, теперь позвоните Исмету и скажите ему, чтобы он дал Дилану новую должность. Тарик немедленно звонит Нуману и сообщает ему, что Баран покинул особняк, и просит его следовать за ним. Пока Дилан ломится в дверь и плачет, приходит сообщение, и она видит фотографию и местонахождение Мирана. Приходит госпожа Хассер, открывает дверь и спрашивает, слышала ли я шум, и с вами все в порядке. Дилан говорит спасибо и немедленно убегает из особняка. Госпожа Хаджер говорит: иди за ним и в последний раз повидайся с ее сыном, немедленно звонит Исмету и сообщает ему, что приезжает Дилан. Баран идет к месту, куда его бросили, и осматривает окрестности с сумкой, полной денег в одной руке и пистолетом в другой. Когда его телефон звонит, он смотрит на него, и это звонит Исмет. В видеозвонке Дилан и Миран стоят рядом. Мужчина сказал: «Ваш котел родил. Баран Карабей теперь в наших руках». Бэрон становится очень беспомощным. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.